Друзья, выпечку я уже давно не покупаю. Готовлю такой вкусный яблочный пирог, вкуснее торта, уже много лет. Сегодня решила попробовать приготовить его в новой форме, которую недавно купила. Хочу поделиться с вами этим прекрасным рецептом. Уверена, что он вам понравится, потому что он просто потрясающий. Не забудьте подписаться на канал, поделиться рецептом с друзьями и напишите, пожалуйста, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Беру миску и наливаю 100 мл тепленькой воды, тепленького молока и 50 мл растительного масла. Сюда же всыпаю 60 граммов сахара. Все, немножечко перемешаю, чтобы сахар чуть-чуть растворился. Одно куриное яичко разбиваю и разделяю на желток и белок. Желток пока отложим в сторону, он нам понадобится попозже для смазывания готового пирога перед выпечкой. Можно накрыть его пищевой пленкой, чтобы он не заветрился и оставался таким же мягким и нежным. А яичный белок добавляю в тесто. Сюда же в тесто отправляю 10 грамм свежих дрожжей. Вы можете заменить их 1 чайной ложкой сухих дрожжей, если вам удобнее использовать сухие вместо свежих. Свежие дрожжи я просто вот так вот пальчиками раскрошу и все еще раз хорошо перемешаю. Добавляю сюда же маленькую щепотку соли. Соли совсем чуть-чуть, буквально на кончике ножа, пирог не должен получиться соленым. И 1 пакетик ванильного сахара, это примерно чайная ложка, может быть 1,5. Ванильный сахар добавляем по вкусу. Еще раз все хорошо перемешиваем и осталось только добавить муку. У меня здесь 450 грамм муки. Муку обязательно просеиваем. Тогда выпечка получается более пышной, воздушной, нежной, насыщенной воздухом. С таким тестом очень приятно работать. А также простое просеивание муки поможет избавиться вам от случайного мусора, который может оказаться в пакете с мукой. Добавляю муку в тесто, просеиваю муку не всю сразу, а частями. Вот такими небольшими порциями добавили и перемешали. Сначала можно перемешивать венчиком до однородности, а потом можете воспользоваться ложкой обычной столовой или деревянной. Вот так, посмотрите, тесто становится все более и более густым. Оно уже наматывается на ложку, становится таким вязким. Это то, что нам нужно, но муки еще недостаточно. Добавляем еще немного и продолжаем вымешивать. И когда тесто становится уже не настолько жидким и его можно брать руками, продолжаем вымешивать дрожжевое тесто руками. Любимые мои, дрожжевое тесто очень любит тепло наших рук, и оно чувствует наше состояние, нашу энергию, поэтому не бойтесь испачкать ручки, они легко отмоются, но поработайте с тестом, помесите его руками, можете вымесить в миске или на столе, как вам удобнее. Буквально 5-7 минут будет достаточно для замеса хорошего дрожжевого теста, которое будет хорошо подходить, и выпечка из такого теста получится очень-очень вкусной, нежной и воздушной. Посмотрите, у нас уже все готово. Делим тесто на 2 части и половину теста перекладываем в отдельную миску. Теперь в одну часть теста мы добавляем 20 грамм какао, это примерно 2 столовых ложки. А в миску со светлым тестом мы добавляем оставшуюся муку. Это буквально пару столовых ложек. Мы оставили их для того, чтобы домесить светлое тесто. Еще раз хорошенько вымешиваем тесто, буквально минутку будет достаточно. Вот такое нежное оно получается. И также вымешиваем тесто с какао. Вымешиваем тоже недолго, буквально пару минут, пока тесто станет полностью гладким и однородным. Теперь я добавляю сливочное масло, 20 грамм сливочного масла, 10 грамм в светлое тесто и 10 грамм в темное тесто. И еще раз вымешиваем до однородности. Посмотрите, мои хорошие, все уже готово. Также осталось только домесить шоколадное тесто. Запах стоит просто потрясающий. Шоколадное тесто просто настолько вкусно пахнет какао, что уже хочется идти пить чай. Но подождите, еще рано ставить чайник. Накрываем миски с тестом пищевой пленкой, затягиваем.
И чтобы тесто быстрее подошло, прикрываем его кухонным полотенечком и оставляем примерно на час в теплом месте. А пока подходит тесто, мы с вами зря время не теряем. Берем 2 красивых спелых яблочка, можете взять даже 3 штуки. Разрезаем пополам, затем на 4 части. Яблоки сейчас просто шикарные, только посмотрите. Самый сезон, самый вкус, самый смак, самое время яблочных пирогов и любой выпечки с яблоками, яблочных рулетов, яблочного печенья. Кстати, у меня даже такое есть. Если кому-то интересен рецепт, просите. То, что вам интересно, пишите в комментариях. Я с вами с радостью буду делиться своими самыми любимыми, вкусными и проверенными рецептами с яблоками и не только. И нарезаем яблоки вот такими небольшими кубиками. Готово. Беру сковородочку, ставлю ее на огонь, растапливаю буквально столовую ложку сливочного масла. Масло немного растаяло, высыпаю яблоки на сковородку. Добавляю к яблокам немного сахара, по вашему вкусу добавляйте. Можете добавить 1-2 столовых ложки, кто-то любит больше сахара, кто-то меньше. И, конечно же, какие яблоки без корицы. Добавляю корицу на кончике ножа, сразу же аромат пошел шикарный. И протушиваю яблочки на небольшом огне до мягкости. Буквально 3-5 минут будет достаточно. Друзья, аромат стоит просто божественный. Яблоки, корица, сливочное масло. Я сюда добавила буквально пару изюминок, которые не успели съесть дети. Так что это просто потрясающая яблочная начинка. Она вкусна сама по себе, ее можно есть даже без пирога, просто так ложками. Можно к блинчикам ее подать, можно с ней сделать пирожки с яблочной начинкой. В общем, просто потрясающий рецепт сам по себе. А наше тесто уже подошло. Только посмотрите, оно прекрасно поднялось, в несколько раз увеличилось в объеме, мягкое, нежное, пушистое, очень классное тесто, пахнет потрясающе и работать с ним очень-очень приятно. Сейчас смотрите, мы с вами сделаем очень простые действия. Подпыливаю рабочую поверхность немножечко мукой, выкладываю шоколадное тесто, вот так разминаем его ручками, пальчиками. Теперь возьмем скалочку и раскатаем вот в такой пласт. Смотрите, у нас получился вот такой вот шоколадный пласт теста. Не надо раскатывать слишком тонко. Раскатали в квадрат или в прямоугольник, и этого будет достаточно. Точно таким же образом поступаем со светлым тестом без какао. Раскатываем его в пласт. Теперь посмотрите, вот такой вот секрет, вот такой вот фокус. Наматываем тесто на скалку, чтобы легче перенести его. Все, вуаля, очень просто. Переносим тесто и укладываем сверху на раскатанное шоколадное тесто. Посмотрите, друзья, все очень легко, очень просто, у вас точно все получится. Теперь я вот так вот при помощи коврика все переворачиваю. Раз, два и готово. И разравниваю, просто соединяю края шоколадного и светлого теста, чтобы получился как бы один цельный пласт, светлый и шоколадный. Вот такая красота получилась, делается все элементарно. Пробуйте вместе со мной, я не сомневаюсь, что у вас тоже все получится. Если хотите, вы можете обрезать краешки теста, квадрат, прямоугольник получился более ровный. А моя дочка, увидев обрезки теста, приготовила себе из них свою собственную булочку. Была просто счастлива. Теперь берем нож и вот таким вот образом делаем надрезы. Так, тесто прекрасно режется, никаких проблем. Все очень быстро, просто и легко. Готово. Вот такая красота получилась. Яблочная начинка уже немного остыла, она не горячая. Выкладываю яблочную начинку на один край пирога. И вот так разравниваю, чтобы распределить начинку равномерно по всему тесту.
И самое интересное, берем одну полосочку и закручиваем ее вот в такую веревочку. Слушайте, так здорово, я просто в восторге от этого пирога, всегда получаю массу удовольствия, когда его готовлю. Очень просто делается, посмотрите, как красиво получается. Друзья, приглашаю вас подписаться на мой канал, у меня очень много вкусных, интересных, быстрых и простых рецептов, которые порадуют вас и ваших близких. И, конечно, делитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях. Таким образом, вы и сохраните рецепт на своей страничке в соцсетях, всегда сможете его найти и никогда не потеряете, а также порадуете ваших близких вкусной и красивой выпечкой. Теперь просто сворачиваем в рулет. Все готово. Посмотрите, какая красота получается. Ну а теперь пришло время испытать мою новую форму. Я уже пекла этот пирог в обычной форме. Вы можете взять обычную разъемную форму, в серединку поставить стаканчик и выложить пирог. А у меня вот сегодня оригинальная такая форма. Посмотрите, какая змейка получается. Выкладываю форму. Мне очень интересно, какой получится пирог в готовом виде. Давайте проведем эксперимент и проверим, что получится. Я сама делаю первый раз и еще не знаю, какой будет результат. Пирог в форме для выпечки также затягиваю пищевой пленкой, сверху прикрываю полотенечком и оставляю минут на 30 при комнатной температуре, чтобы пирог хорошо подошел, занял все пространство в форме и увеличился в объеме. Вау, друзья, посмотрите, какая красота! Смотрится просто потрясающе, белое и черное, просто пианино какое-то. Ну правда, выглядит шикарно, представляю, какой он получится в готовом виде уже после выпечки. Нам осталось только смазать пирог яичным желтком. Яичный желток я смешиваю буквально со столовой ложкой молока, перемешиваю и вот этой яичной болтанкой аккуратненько сверху смазываю пирожок. Мои любимые, все уже готово. Духовку я заранее разогрела до температуры 180 градусов. Отправляю пирог в горячую духовку и выпекаю примерно 30-35 минут до красивого золотистого цвета. Вау, аромат разносится по всей кухне просто потрясающий. Пахнет и ванилью, и шоколадом, и куличами. Это просто бесподобно. А также аромат яблок и корицы разносится по всему дому. Я уже просто купаюсь и наслаждаюсь этими ароматами специй и домашней выпечки. А моя семья уже не может дождаться, когда мы будем пить чай с этим вкуснейшим яблочным пирогом. Вот такая вкуснятина и красота получается. Аккуратненько переворачиваем на досочку или на тарелку. И только посмотрите, какое это чудо получилось. Он просто волшебный. Вау, смотрится очень красиво. И посмотрите, какая красивая форма пирога получилась. Я даже не ожидала, что так красиво получится. Теперь это будет моя любимая форма для кексов и пирогов. Друзья, я знаю, что вам так же, как и мне, уже не терпится скорее отрезать кусочек и посмотреть, какой же он внутри. Только посмотрите, какой красивый разрез у пирога получается. Очень красиво сочетается светлое и шоколадное тесто, а внутри очень ароматные, нежные, мягкие кусочки яблок. Просто потрясающе! Обязательно приготовьте этот пирог, я уверена, что он вам понравится. Готовится он очень быстро и просто, и улетает, правда, за считанные минуты. Вы не успеете заметить, как пирог исчезнет с вашего стола под чашечку чая. Спасибо, друзья, что провели это время вместе со мной. Не забывайте подписаться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о моих новых и вкусных рецептах. А с вами была Олеся. На канале «Готовим дома». Желаю вам приятного аппетита, вкусной ароматной выпечки, прекрасного настроения, счастья, мира и любви. Пока-пока и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись.